Спасибо огромное еще одному стриминговому сервису под названием Peacock, который не работает в Израиле, за такой замечательный сериал, как «Доктор Смерть». Ну, он так называется в оригинале, Doctor Death. Его перевели, я не знаю, насколько это считается официально, неофициально, совершенно отстойно, как «Плохой доктор». Я не знаю, зачем нужно было стрелять себе в ногу, ну, я имею в виду в плане привлечь зрителей к экрану получится лучше с названием «Доктор Смерть», конечно же. Я, наверное, чисто из-за этого и начал смотреть, то есть он привлек мое внимание. А «Плохого доктора» я бы, скорее всего, пролистал мимо. Вообще, просто звезды сошлись на небе. Сериал 1 сезон, 8 серий. Они где-то длительностью под час с рейтингом 18+, который отражается в неприкрыто показанных операциях доктора, кровь, кишки и матюки. На этом вроде все. А нет, не все, я вспомнил. Там также часто показывают употребление наркотиков. И вроде не так часто, но употребление алкоголя. Это я говорю сразу, чтобы, если вдруг кто-то подобное не приемлет, просто не начинал его смотреть. Сериал «Доктор Смерть» расскажет и покажет нам историю, основанную на реальных событиях. И в целях конфиденциальности имена, места персонажей изменены, некоторые вещи добавлены для художественного эффекта, где по завершению сериала уже традиционно будут описаны дальнейшие судьбы показанных героев на экране. Главный герой сериала «Доктор Смерть» — это врач по имени Кристофер Данч, восходящая звезда Далласского медицинского университета. Этот талантливый и харизматичный хирург быстро возглавил преуспевающий центр нейрохирургии. Однако со временем с его пациентами стали происходить странные вещи. Вне зависимости от сложности операции, многие оставались покалеченными, инвалидами или попросту умирали. Два хирурга вместе с помощником прокурора решают разобраться в деятельности Данча. Двух хирургов, первого играет Алек Болдуин, я его совершенно случайно упоминал в одном из предыдущих отзывов и вспомнил его, вот и оно. А второго играет Кристиан Слейтер. Актер небезызвестный, я его очень давно не видел. Он прекрасно выглядит, очень подходящая для него роль самоулюбленного и тщеславного врача. Просто, я не знаю, как-то внешне по типажу подошло, и сам он играл отлично. Но также его персонаж не лишен моральных ориентиров, так скажем, раз он решил ввязаться во всю эту авантюру с расследованием до последнего. Главную же роль исполняет Джошуа Джексон, который, хоть убейте, я видел его в куче фильмов и не могу вспомнить каких, ни одного. Он также шикарно подобран и подходит на эту роль, с игрой он справился на отлично. Я бы не сказал, что сериал нужно смотреть по нескольку раз, чтобы во всем разобраться, но просто на фоне, знаете, там включать и встать готовить супчик, например, не получится, потому что по ходу повествования нас все время кидает в разные временные метки. То колледж, то он успешный хирург, то смена колледжа, то опять мы возвращаемся в хирургию. То есть придется смотреть внимательно, но вы не утомитесь. И вот как раз вот эти вот перебросы во времени и были сделаны, чтобы добавить динамичности. И, по крайней мере, я не утомился от сериала, получил огромное наслаждение и посмотрел его на одном дыхании за один присест. Вот я раскрыл тайну, вы знаете, чем я занимался в субботу. Хочу также обратить внимание на саундтрек сериала. Он очень атмосферный, такой запоминающийся, врезающийся в мозг, гнетущий, как-то наводящий тревогу сразу, хотя на экране ничего толком еще не начало происходить, а он уже служит, так скажем, предпосылкой. Очень напоминает саундтрек из фильма «Довод». Во время просмотра, да и после него, накатывает небольшой ужас за то, что произошло с этими персонажами, пациентами, которые изображали реальных людей, что с ними случилось в их реальной жизни. И там начинаешь как-то себя ставить на их место, в том смысле, все мы можем попасть к подобному врачу, не дай бог, и начинает просто бросать в холодный пот, и как эта бюрократическая машина в США просто сует пухи в механизм расследования, попытки отстранить плохого доктора от его ремесла, это тоже пугает, насколько все это отдает какой-то безысходностью. И только упертость и стремление персонажа Алека Болдуина помогла спасти сотни, а скорее всего тысячи жизней будущих пациентов, которые могли пострадать, остаться калеками или умереть от хирурга, от ножа этого хирурга-самородка. Единственное, что у меня, например, что-то происходит с психикой, то есть, например, в юном возрасте или подростковом я мог спокойно смотреть, и мне даже было интересно, и как-то притягивало там всякие ужастики, отрубывание конечностей, кровища. А сейчас, вроде бы как я должен был стать менее восприимчивый к подобному,
У меня все наоборот. То есть сейчас мне смотреть такие вещи очень тяжело. Я их обычно не смотрю там или чуть-чуть перематываю, как-то так. Не знаю, что это за трансформация. А сериал «Доктор Смерть» я горячо рекомендую к просмотру. Напишите в комментариях, что вы думаете про этот сериал. На этом все. До скорой встречи. Пока.